Все круизы обычно начинаются с аэропорта. Мы тоже прилетели в Дубай, чтобы отправиться в новогодний круиз. Но сначала решили провести здесь несколько дней. Каждый круиз начинается с этого. Я прилетел в аэропорт Дубая. 1,5 часа стоял в очереди, потом долго искал свой чемодан. И, наконец, спустя 2 часа я выхожу из аэропорта Дубая и еду в гостиницу. Местные разводилы уже предлагают довести меня до места, но не стоит их слушать. Лучше заказать Uber. В этих арабских странах лучше всегда ездить на официальном такси, потому что эти местные бомбилы. Заплатите больше или не получите тот сервис, который они обещают. Водитель Uber не подъехал, а подошел пешком. Теперь он тащит наш багаж в свою машину. В Дубае дороги ровные, широкие, вокруг небоскребы, один выше другого. Итак, спустя еще час пути мы в нашем отеле. Наш отель находится недалеко от Дубай-Марины, примерно 1,5-2 километра. Сейчас кладем чемоданы и идем гулять. Изначально у меня были забронированы апартаменты в Дубай-Марине, но по какой-то причине компания отменила эту бронь и дала мне номер отеля. 4-звездочный отель Арджан. Номер люкс с видом на море. Но я думаю, обмен равнозначен, потому что здесь есть завтрак. А питание в Дубае стоит приличных денег. Так что все круто. Сейчас пойдем смотреть номер. Такой у нас просторный отель. Ничуть не хуже апартаментов. Ну, можно сказать, что это и есть апартаменты. Прямо в спальне здесь есть ванная комната со всеми принадлежностями. Пойдем посмотрим балкон. Так. Вот такой прекрасный вид на Дубай-Марину. Вот такое у нас жилье на ближайшие 2 дня. Так сказать, на акклиматизацию в Дубае. Пришло время немного прогуляться. Сейчас я еду в Дубай-Марину. Да нет, от моего отеля 2,5 километра, но я решил не тратить силы и прокатиться на трамвае. Для проезда понадобится проездная карта. Стоит она 25 дирхам. Можно купить прямо на остановке. На выходе также прикладываем карту к терминалу. Чтобы пешеходы ходили там, где нужно, в неположенных местах поставили шипы. Поскольку я не первый раз в Дубай-Марине, у меня уже здесь есть свой ресторан. Здесь и вкусная еда, и нормальные доступные цены. Индийская кухня, конечно, своеобразная, но вкусная. Особенно чай. Чай с молоком. Вышел нам такой ужин в индийском ресторане в $30 или 110 дирхам. Кстати, для Дубая это очень хорошая цена. После ужина у меня небольшой фитнес. Что делать? Желание женщины — закон. Да, Машуня? А сейчас мы вышли к самой Марине. Именно к тому месту, где стоят яхты. Здесь небоскребы стоят вдоль канала, а между ними проходят яхты и катера. Особенно красиво вечером, когда все подсвечено. Кстати, Дубай-Марина – одна из самых больших искусственных гаваней в мире. Первый день в Дубае мы завершим кальяном в Дубай-Марине. Это здесь тоже популярно, особенно в туристических местах. На следующий день мы поехали на обзорную экскурсию по городу. Автобусы отправляются от Дубай-Малл. Это крупнейший торговый центр в мире. И туда мы еще вернемся. Все достопримечательности самостоятельно не посмотришь, поэтому мы взяли обзорную экскурсию по Дубаю. Стоит она на троих 245 дирхам. Это примерно $67. Экскурсия проходит на двухэтажном туристическом автобусе. Точно так же, как в Барселоне.
здесь есть русский гид. Поэтому сейчас будем узнавать новые факты о Дубае. Сейчас подъезжаем к музею будущего. Его здание похоже на огромный металлический овал с арабскими надписями на фасаде. Интересный факт. Его называют самым красивым зданием в мире по версии National Geographic. Во время автобусной экскурсии мы также проезжали мимо Золотой арки Дубая или Дубай Фрейм. Это огромное сооружение в форме рамки. Его высота 150 метров. Говорят, что с одной стороны виден старый Дубай с рынками и низкими домами, а с другой — новый город с небоскребами. Сейчас проезжаем в старый город Дубая. Район Аль-Фахиди. Там сохранились старые дома с башнями, которые раньше ловили ветер и охлаждали жилье без кондиционеров. Сейчас проехали форт Аль-Фахиди, старейшее здание Дубая. Сейчас проезжаем текстильный рынок. Плоскодонные лодки называется лодка Абра. Абра в переводе означает пересечь. На этих лодках раньше пересекали залив Крик. А сейчас проезжаем муниципалитет Дубая. Сейчас мы проезжаем район Дейра. Он пока не так развит, как центральная часть Дубая, но все же развивается. Именно здесь находится огромный фейковый рынок, откуда все айфоны едут в Россию. Также здесь находится международный аэропорт Дубая. Тот самый аэропорт, куда мы обычно прилетаем с 3 терминалами. После старого города пересели на другой маршрут по новому Дубаю. Сейчас мы въезжаем на искусственный остров Пальма-Джумейра. Пальма была создана с использованием более 90 миллионов кубометров песка. Это все привезли из разных уголков региона, чтобы сформировать остров. Подъезжаем к отелю «Атлантис». Этот отель выглядит как гигантский дворец. Номер в нем обойдется вам от $300 за одну ночь. Здесь, так же как и в Марокко, вышки сотовой связи замаскированы под пальмы. Потом вернулись к Дубай-Марине, но уже днем. Район огромный, и каждый раз открывается по-новому. Дубай-Марина — это один из самых дорогих районов в мире. И это чувствуется. Тут все продумано до мелочей. Так что можно просто гулять, наслаждаться и почувствовать себя частью чего-то большого. Кстати, трамвай здесь без линии электропередачи. Вечером мы с друзьями отправились в парк Global Village. Это ярмарка, которая работает с ноября по апрель. Здесь более 75 стран показывают свою культуру. Местная площадь напоминает площадь Джема Эль-Фна в Марракеше. Кто не смотрел мой фильм про Марракеш, обязательно посмотрите. Наконец-то я нашел Россию. Стоит она между Африкой и Европой. А сейчас мы проходим мимо Китая. В каждом павильоне играет музыка, готовят традиционные блюда и продают сувениры. На территории стоят копии известных достопримечательностей со всего мира. Словно маленький тур по планете за один вечер. У каждой страны есть свой ресторан с традиционной кухней. А сейчас переходим на местный восточный базар. Куртка, похоже, я купил в Риме за 300 евро, а здесь она стоит 300 дирхам. Атмосфера очень праздничная и яркая. Что по-настоящему впечатляет, это как красиво все сделано. Все сверкает огнями, музыка звучит,
Везде полно нарядных людей. А если захочешь, можно сесть и посмотреть шоу, которые проходят в разных уголках парка. Одним словом, друзья, Global Village, Дубай – обязательное место для посещения. А нам пора двигаться дальше. До машины идти где-то километр, поэтому мы решили взять местного рикшу. Сейчас вспоминаю Шанхай, как я ехал из Диснейленда до метро. Оказывается, тоже на рикше. На следующий день пришло время предновогоднего шопинга. Мы решили начать с самого большого торгового центра в мире – Дубай Молл. Путешествие в Дубай невозможно представить без посещения крупнейшего в мире торгового центра Дубай Молл. В нем более 1200 магазинов, аквариум с акулами и даже каток. Кеды Луи Виттон стоят 5000 дирхам или $1300. Прикольные. В Дубай Молл есть свой Чайнатаун. От этого водопада даже начинает кружиться голова. Сейчас будем испытывать очки виртуальной реальности Vision Pro от Apple. На тест-драйв нужно записываться заранее. Ну что, погнали в мир виртуальной реальности. Очки очень крутые. Тебя переносят, например, в горы или на пляж, на Мальдивы. И на этом пляже ты можешь сидеть и смотреть фильмы или фотографии. Но цена таких очков 15 000 дирхам или $4000. Так что путешествуем по старинке, без виртуальной реальности. Рядом с Дубай Молл есть отличное кафе, где можно покурить кальян с видом на Бурдж-Халиф. К вечеру жизнь вокруг Дубай Молл заметно оживает. Скоро начнется шоу фонтанов. Смотреть мы его будем с понтонного моста. Вход на мост стоит 20 дирхам с человека или $5. Шоу фонтанов у Бурдж-Халифа – одно из самых больших в мире. Струи поднимаются на высоту до 150 метров и танцуют под музыку. Особенно красиво смотреть вечером, когда все подсвечено. Сейчас мы отправляемся на шопинг в один из крупнейших торговых центров Дубая – Mall of the Emirates. Тем более он самый ближайший к Марине. Поедем на метро. Карточки у нас есть. Mall of the Emirates находится недалеко от отеля Парус. Вон он, белеет одинокий. Mall of the Эмираты. Его фишка в том, что прямо внутри работает горнолыжный курорт с настоящим снегом и лыжными трассами. Здесь у нас настоящая зима. Наконец нашел хороший магазин с оптимальным отношением цены и качества. Итальянский бренд Ferre. Знаете, такой лайфхак. Хороший магазин можно определить по запаху. Здесь пахнет чем-то таким очень приятным, каким-то парфюмом. А заходил в дешевые магазины, там просто дико воняет. Здесь мы купили подарки и одежду для новогодней вечеринки. Кстати, сейчас есть хорошая возможность обменять старые доллары, но меняют их по курсу 3,62. Курс немножко ниже официального, поскольку доллары старые. Я снова вернулся в Дубай-Марину. Кое-что я забыл сделать, а именно прокатиться на лодке вокруг всей Марины. Пока ждем лодку, попробуем знаменитый дубайский шоколад. Стоит такая плитка 31 дирхам. Это около $9. Вкусно? Давай еще. Сейчас попробую сам. Интересный вкус. Прогулка на таком деревянном корабле
стоит 68 дирхам с человека. За ребенка платить не нужно. За сегодняшний день я прошел 25 тысяч шагов, поэтому эта прогулка на корабле самое то. Тем более корабль полностью открытый, свежий воздух, но нужно быть осторожным, потому что открытые борта, нужно смотреть за детьми. С воды небоскребы выглядят еще выше и впечатляют больше, чем с набережной. Сейчас проходим знаменитое колесо обозрения, которое только светится, но никогда не работало. Что-то инженеры не рассчитали в конструкции. Наша поездка подошла к концу. Прошел ровно час, но по ощущениям прошло 10 минут. Вроде только отправлялись, а уже причаливаем назад. Ну ладно, уже 12 ночи. Сейчас на трамвайчик, в отель отдыхать. Завтра у нас тяжелый день. На утро завтрак был такой шикарный, что это просто надо было видеть. И я сразу понял, что в Дубае люди знают, как начинать утро. Все свежее, красиво выложенное, просто глаза разбегаются. И вот настал день прощания с Дубаем. Мы отправились в порт Рашид, чтобы начать новый этап нашего путешествия. Общественный транспорт Дубая настолько удобный и комфортный, что с отеля мы с нашим багажом, с чемоданами решили поехать на метро. И никаких проблем нет. От метро до порта Рашид 2,5 километра. Здесь мы уже решили взять такси. Итак, мы на месте. Порт Рашид. Идем на регистрацию. К каждому чемодану цепляются наклейки, которые нужно предварительно распечатать. Перед круизом за 4 дня ваш менеджер пришлет. Багаж сдал, теперь на регистрацию. Пройдя регистрацию, получили круизные карты и поднялись на борт лайнера MSC Eurabia. Итак, добро пожаловать на борт. Каждому путешественнику выдается такая пластиковая карточка. Она является и пропуском на лайнер, и служит для оплаты различных дополнительных услуг. Пополнить ее можно через автомат. Сейчас едем на лифте на 12-ю палубу смотреть нашу каюту. Так, ну что, можно сказать, шикарно. Так. А здесь у нас... Так, а здесь у нас полноценная душевая кабинка, душ, гель для душа, шампунь, фирменные полотенца. Вот твоя кроватка, малышка. Вот она. Твоя. Кондиционер. Розетки здесь вот такие, нормальных пока не нашел. Перед отправлением решил сходить в местный магазин. От жилых районов до порта примерно 20 минут ходьбы. В порту навалены какие-то груды камней. Даже никогда не скажешь, что здесь порт для круизных лайнеров. Аквапарк уже работает. Объявили тревогу, но никто не реагирует. Большинство как лежали возле бассейна, так лежат. Утюг на корабле не дают. Только платный сервис, то завтра. Так что будем гладить вещи дедовским методом. Включая горячую воду, вешаем вещи и закрываем дверь в ванную. Я поднялся на самую верхнюю палубу, чтобы посмотреть отправление нашего лайнера. Вечер только начинался, и мне хотелось насладиться атмосферой. Одни пассажиры смотрят отправление, а другие занимаются в фитнес-центре. Я зашел в местный бар, где играл музыкант, и с удовольствием послушал песни под гитару. Атмосфера была уютной и расслабленной, и это было отличным началом вечера.
После этого я направился на центральную аллею лайнера, где шло шоу. Огни, музыка и зрелищные номера создавали невероятную атмосферу, и я просто не мог оторвать глаз. Затем я заглянул в японский ресторан, где мне подали невероятно вкусные суши. И я почувствовал, как спокойно и гармонично сочетаются восточные традиции с морским путешествием. Проходя мимо центрального холла, я услышал нежную музыку. Это была пианистка, которая играла прямо у ресепшн, создавая атмосферу спокойствия и уюта. И, наконец, я добрался до казино. Здесь было много ярких огней и атмосфера настоящего азарта. Я немного задержался, но главное — это были моменты, когда хотелось насладиться каждым мгновением путешествия. Настал момент отправления. Лайнер готовился к выходу в море, и на палубах собралось множество людей. Казалось, весь корабль вышел проводить взглядом Дубай. И вот раздался протяжный гудок корабля. Медленно, величественно лайнер двинулся вперед. Огни Дубая начали отдаляться, отражаясь в воде. Это было словно прощание. Не навсегда, а до следующей встречи. В такие минуты особенно остро понимаешь. Начинается новый этап путешествия. И впереди ждут новые страны и новые истории.